Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на май 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами цепочку предстоящих событий, а также к чему вам готовиться, на что рассчитывать и какие события вас приятно удивят. Подумайте о том, что вы себе запланировали на этот период, и мы с вами сопоставим, осуществится ли задуманное вами. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, что здесь по факту? Общие энергии месяца. Туз жезлов. Новое начало, новый старт, новые шансы. Видите, карта легкости, карта начинания. Это, знаете, как следовать за попутным ветром. Это касается не только как начинаний в каких-то, знаете, вот в проектах, в стартапах. Это карта легкости. То есть это могут быть новые впечатления от путешествий, от переезда, от смены места жительства. Это быть легким на подъем. Это не держаться за какие-то ситуации, за обстоятельства, за материальные, за людей. Вы понимаете, что вы принадлежите сами себе и готовы распоряжаться своей жизнью так, как считаете нужным. Если смотреть по ситуации, это уходить от тяжелых моментов. Потому что, смотрите, туз жезлов и десятка мечей. Уйти от острых, от опасных ситуаций. Ну, например, выехать из военной зоны конфликта. Или если вы болели, это найти себе специалиста, эксперта, который вам поможет в лечении вашего заболевания. Опять же, избежать каких-то скандалов, выяснения взаимоотношений, стрессов, просто каких-то для вас неприятных, острых ситуаций. Оставить негатив в прошлом. Видите, легкость, радость, новые начинания. Это само по себе уже прекрасно. Смотрим вопросы работы и карьеры. У нас здесь семерка пентаклей. Не то, что вы здесь сидите и лениво ждете, пока созреют плоды вашего труда. Это не так. Вы уже будете понимать и осознавать, что плоды вашего труда созревают. И пришло время их потихонечку здесь собирать. То есть готовиться к этому урожаю. Это говорит о том, что вы по-прежнему будете здесь активно работать, вкладываться для того, чтобы прийти к успеху. Будем смотреть для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас работать не может, то есть студенты, пенсионеры, мамы в декрете или же домохозяйки, что здесь по факту? Здесь по аркану влюбленные – это получать поддержку от своего окружения, будь то ваш партнер, дети, внуки, там родители, потому что здесь находиться у них на попечении и ощущать себя комфортно и защищенно, как за каменной стеной. Если вы у нас соискатель, то семерка пентаклей и шестерка пентаклей говорят о ситуации, что не нужно сидеть и ждать понапрасну, вам нужна помощь. Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям, знакомым или, допустим, какие-либо организации по трудоустройству, которые помогут вам найти ту работу, о которой вы мечтаете. Если вы у нас наемный сотрудник, семерка пентаклей, тройка чаш – это период радости. Сейчас будем уточнять с вами, какой именно, в чем конкретно будет заключаться эта радость. Потому что по рыцарю жезлов это прорыв. Первый момент, который здесь обозначен по картам, это может быть не затяжной, но тем не менее отпуск, который говорит о том, что будет приостановлена ваша деятельность, вы будете получать радость, воодушевление и наполнение сил. У кого-то могут быть также внеплановые командировки, семинары, обучение, на которое вас могут отправить. И здесь это обзавестись новыми контактами, новыми знакомствами, знаете, как вкусить новое, получить какую-то радость жизни. Если же у вас свой собственный бизнес, семерка пентаклей и пятерка чаш говорят о ситуации. Первое. Вы можете временно отойти от дел по причине отпуска. И второй момент, когда вы понимаете, что бизнес уходит в ноль, для вас он в чем-то здесь не рентабелен, и вы понимаете, что это не вопрос сезонности, и нужно, допустим, его закрывать и вкладываться в нечто иное. Будем смотреть, что здесь с точки зрения финансов. Семерка чаш. Исполнение мечты.
Это значит не то, чтобы грезить, да, витать в облаках. Вы здесь осознанно понимаете, как зарабатывать, при помощи чего зарабатывать и как этими доходами, этими ресурсами распоряжаться. Для многих в рамках этого месяца траты на мечту, на реализацию мечты, поэтому это само по себе прекрасно, пусть так и будет. И для вас это как достижение новой вершины, новой ступени заработка, когда вы, может быть, и незначительно, но повышаете свой уровень дохода. Вопросы здоровья. А вот здесь по двойке пентаклей я рекомендую вам обратить внимание на почки и надпочечники. Если с почками все ок, все в порядке, слава богу. Почему надпочечники? У кого идет хроническая усталость, вы не можете выспаться, у вас постоянно какой-то стрессовый фактор, у кого-то может быть тремор конечности или там дергается глаз. Это говорит уже о том, что вы живете в состоянии стресса и постоянно находитесь в перенапряжении. Поэтому здесь походы к психологу, неврологу, эндокринологу с целью стабилизации вашего состояния. То есть лучше, говорю, перепроверить здесь вашу нервную систему. Почему говорю надпочечники? Потому что они не справляются с той выработкой кортизола, которая сейчас у вас происходит в жизни. То есть нужно перевести себя в состояние покоя. Смотрим, что у нас здесь по вопросам личной жизни. Восьмерка пентаклей. С одной стороны, можно сказать, что вы будете трудиться над отношениями, можете трудиться над собой, над моделью поведения в союзе или в отношениях, но зачастую, вот из опыта, из того, что мне говорят карты, вы можете всецело быть погружены в работу и в свою реализацию, и вам просто будет не до отношений. В таком позитивном аспекте это в большей степени карта служебного романа, и у кого-то она может отыграться именно в таком ключе, ну а у кого-то, как я говорю, это быть замужем за работой, потому что эта карта говорит о том, что вы всецело отдаете своей карьере, своему любимому делу, потому что вы получаете здесь отдачу не только моральную, да, но и материальную. Будем проверять, как отыграется для каждого из вас. Так, для тех, кто у нас свободен. По девятке мечей. Это переживания, страхи, это незакрытые гештальты, это детские травмы, поэтому здесь очень сложная и тяжелая работа над собой, над своим внутренним «я», над своей самооценкой, над своим позиционированием в социуме, в обществе. Но, знаете, как и здесь совмещение приятного с полезным. То есть работа над собой и, как я уже говорила, замужем за работой. Погружаться в то, что вы любите и чем вы занимаетесь. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то это активная работа по ситуации, манипулятивно кого-то на себе женить или манипулятивно кого-то заставить выйти за себя замуж. Плодотворная такая ситуация, дергать здесь за веревочки. Ну, кто, как говорится, к чему стремился и на что учился. И для тех, кто у нас в стабильных союзах, у нас здесь ложится король чаш. Это любовь, это открытость, это душевность, это наполненная атмосфера. И здесь действительно работать с психологом в одиночку или, возможно, с семейным психологом для устранения конфликтных ситуаций, каких-то неурядиц, споров, для того, чтобы действительно перевести ваши отношения на новый, более качественный уровень. И смотрим с вами рекомендацию. Семерка жезлов. Терпение и труд все перетрут. Семерка жезлов – это добиваться своего, несмотря ни на что, это идти напролом. Это свернуть горы. Это как бы не было тяжело идти до конца. Вот поставили перед собой цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Потому что вы понимаете, что вы это делаете для себя, для своего потенциала, для раскрытия новых возможностей. И будете действительно идти до конца. Посмотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Ох, вот, как ни странно, вам выпал такой же аркан, как, по-моему, предыдущему знаку, могу ошибаться. Карта, которая называется жизненная сила. Почему? Потому что это то, что вас напитывает, то, что вас наполняет, то, что вам дарит радость, гармонию, счастье в душе. Вот смотрите, для кого-то домашние питомцы, для кого-то это заниматься высадкой растений, для кого-то, как говорю, вышивка, рукоделие, для кого-то, не знаю, там, живопись или музицирование, общение с друзьями. Здесь самое главное – легкость. Заниматься тем, что вас радует, что наполняет ваши крылья, что дает вам возможность раскрываться и ощущать себя счастливым. Поэтому не пренебрегайте этим, не пренебрегайте этой рекомендацией.
Для вас это будет очень важно и значимо в течение этого месяца. Как мы видим, месяц прекрасный, месяц легкий, он комфортный. И здесь действительно подарит вам много таких позитивных перемен. Идти в новое. У вас же не зря посыл по тузу жезлов. Это, знаете, как идти в новое, открываться и двигаться дальше. Поэтому пусть так и будет. Легкости вам, реализации вашей мечты, вашей идеи, раскрытия потенциала. Вот таким выходит расклад на май. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.